Друзья, всем привет! Сегодня хочу вам показать, как из 3 килограммов шикарных томатов, у меня здесь вкуснейшие сливки, приготовить всего лишь пару маленьких, но каких же вкусных баночек вяленых томатов с чесночком, базиликом. В общем, смотрите, как приготовить томаты, хотела сказать, очень быстро, легко и просто, но не очень быстро, но как вкусно, уверяю вас. Смотрите дальше. Для приготовления вяленых томатов нам понадобится томаты, сорт сливка, оливковое масло, соль, сахар, базилик, можно использовать сухой базилик, а также розмарин или орегано и чеснок. Предварительно я томаты промыла, просушила. Лучше всего подходит сорт сливка, как я уже говорила. Режем пополам и достаем семечки, так, с сердцевинкой вот этой беленькой. Вот что должно получиться. И выкладываем вот так вот, переворачиваем, пусть лишняя влага дотечет на салфеточку. Включаем параллельно какой-нибудь на планшетике кинульку, потому что это занимает время, как вы понимаете. Кстати, не все убирают вот эти семечки, эту внутренность. Я заморачиваюсь, я убираю. Мне так вкуснее, красивее, лучше. Помидоры я подготовила, они немножечко полежали на бумажном полотенце. Сушить томаты можно двумя способами. Первый способ в дегидраторе. Этот способ, конечно, выгоднее, дешевле. А второй способ, если уж нет дегидратора, покажу вам второй способ, это духовка. Возьмите противень, возьмите решетку. Решетку промажьте, чуть-чуть, совсем слегка, смажьте маслом. Оливковое масло, совсем чуть-чуть, и выкладываем теперь на нее вот так томаты, максимально близко друг к дружке, вот так вот, чтобы сократить, чтобы все вот плотненько помидоры лежали, потому как они будут высушиваться и так экономичнее получится. Мы за один раз можем вот так вот 3 килограмма помидор посушить. У кого нет решетки, наверное, у всех есть решетка. У кого нет решетки, выкладываем просто на противень с пергаментом. Так получится сушить немного дольше. Можно ли поставить 2 противня сразу? Влага, которая будет испаряться из наших томатов, она будет скапливаться вся в духовке. И 2 противня вы будете сушить не сутки, а намного дольше. Теперь соль, сахар, и здесь у меня базилик. Это может быть базилик, орегано, розмарин, те травки, которые вы любите. Мне к томатам больше всего нравится сушеный базилик. Так, немножечко травок, чтобы каждый помидорчик не обойти вниманием. Соль. Немного соли. Так. И немного сахара. Готово? Включаем духовку на 80 градусов и ставим в нее сушиться томаты приблизительно на 8-12 часов. Томаты у меня сушились в духовке около 10 часов, то есть практически всю ночь. Так. Вот что у меня получилось. 3 килограмма. Не так уж и много, да? Я же говорила, что будет всего пару маленьких баночек. На вид эти томаты, и вот по ощущениям, они должны быть похожи на курагу, чернослив, то есть
Края подсушены, но тем не менее в центре у вас остается еще такая мягкая часть. Те, которые были помельче, они у меня немножечко больше засушились, но ничего, они сейчас в оливковом масле еще размочатся. Беру баночку, отправляю в нее томаты и нарезанный тонкими слайсами чеснок. Немного томатов, пару слайсов чеснока. В общем, все это собираю в баночку. И заливаем оливковым маслом. Вот так 3 килограмма вкуснейших томатов превратились в 2 маленькие баночки драгоценных вяленых томатов. Друзья, это очень вкусно. Утром в кашу, в сырники, сэндвичи, паста. И, кстати, на моем канале есть рецепт прекрасного печенья с пармезаном и вялеными томатами. Обязательно приготовьте. А что делать с оставшимся оливковым маслом? Добавляйте его в салаты. Все, ничего не выбрасывайте. Больше рецептов вы, как всегда, найдете здесь же на моем YouTube-канале, в моих книгах, на моих мастер-классах и на моем сайте. Подписывайтесь, комментируйте и давайте готовить вместе. До новых вкусных встреч. Пока!